Когда мы взираем на огромный и внушающий благоговение простор космоса, бесчисленные звезды заполняют пустоту. Однако одна звезда приковывает наше внимание, доминируя в нашем небе и в нашем самом существовании. Пылая невероятной интенсивностью в сердце нашего планетарного соседства находится Солнце. Неудивительно, что бесчисленные поколения людей до нас, завороженные его ослепительным сиянием, создавали мифы и легенды, чтобы объяснить его великолепие. Сегодня с помощью технологий, далеко превосходящих их самые смелые фантазии, мы можем исследовать сложные процессы, происходящие внутри и вокруг нашей местной желтой карликовой звезды. Мы можем заглянуть глубже, чем когда-либо прежде, проникая сквозь ее бурную атмосферу. Давайте раскроем то, что, я уверен, все мы сочтем замечательными явлениями, проявляющимися там. В этом исследовании мы погрузимся в Солнце, используя различные длины волн электромагнитной энергии, чтобы представить эту звезду в новом ракурсе. Сегодня мы изучим наш огненный шар через призму электромагнитного излучения. Свет, который мы будем рассматривать, не мгновенный, хотя свет – самая быстрая сущность, известная нам. Изображение Солнца, которое мы видим с Земли, примерно на 8 минут и 20 секунд отстает. Это значит, что мы наблюдаем Солнце таким, каким оно было несколько минут назад. Кроме того, если рассчитать время, необходимое фотонам, рожденным в ядре Солнца, чтобы пройти через каждый слой перед тем, как излучиться в космос, свет, который в итоге достигает нас, имеет возраст от 10 тысяч до 170 тысяч лет. С чего начнем? Как при наслаждении фруктом, начнем с самых внешних слоев и будем двигаться внутрь. Наше исследование начнется с самого внешнего атмосферного слоя Солнца – короны. Следующее изображение сделано Solar Dynamics Observatory, или SDO, космической миссией НАСА, которая начала свою работу в феврале 2010 года. Цель СДО – улучшить наше понимание солнечных вариаций, влияющих на земную жизнь и нашу технологическую инфраструктуру, путем изучения динамической солнечной поверхности и атмосферы в разных длинах волн электромагнитного спектра. Наблюдая свет за пределами видимого спектра, НАСА смогла разглядеть обычно невидимые детали, ключевые для понимания Солнца. Это конкретное изображение получено на длине волны 19,3 нанометра, что соответствует свету в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне с температурой цвета в 1 миллион кельвинов. Благодаря этому мы четко видим верхние слои солнечной короны. Интересно, что солнечную корону иногда можно увидеть невооруженным глазом во время редких небесных событий, таких как полное солнечное затмение. Это происходит, когда Луна точно выравнивается между Землей и Солнцем, временно скрывая центральный, более яркий диск, известный как фотосфера. Это открывает сияющий внешний слой. Хотя это представляет собой захватывающее зрелище, корона на этом изображении гораздо более детальная, чем то, что видно невооруженным глазом. Это делает ее бесценным инструментом для научных исследований. Давайте заглянем чуть глубже в структуры, расположенные как раз под короной. При температуре цвета в 20 миллионов кельвинов эти ярчайшие пятна указывают на события, известные как солнечные вспышки. Вот запись особенно активного периода вспышек в августе 2022 года. Я всегда находил солнечные вспышки одновременно восхитительными и пугающими. Это колоссальные извержения, когда Солнце выбрасывает огромное количество электромагнитного излучения. Эти события запускаются, когда магнитные поля пересекаются, искажаются и быстро перестраиваются. Эта динамика исходит из турбулентной природы плазмы внутри самого Солнца, от которой в конечном итоге происходят эти поля. Однако вспышки – не единственное атмосферное явление, извергающее излучение. Корональные дыры, обозначенные здесь более темной областью на Солнце, представляют собой еще одну увлекательную особенность, которую мы рассмотрим поближе с помощью экстремального ультрафиолетового света. Корональные дыры – это области более прохладной, менее плотной плазмы с магнитно открытыми линиями поля. Вместо того, чтобы формировать замкнутые петли, возвращающиеся к поверхности Солнца, эти линии поля уходят наружу, пронизывая Солнечную систему.
Эти области облегчают утечку частиц солнечного ветра в космос. Когда эти солнечные ветры направлены к Земле и взаимодействуют с нашей магнитосферой, в полярных регионах Земли появляются великолепные северные сияния. Использование ультрафиолетового света дает нам гораздо более четкое представление об этих захватывающих характеристиках внешних слоев Солнца. Свет из невидимого спектра – экстраординарный инструмент, и в внешних слоях Солнца есть множество различных особенностей для изучения. Среди них солнечные филаменты, также известные как солнечные протуберанцы, огромные петли плазмы, поднимающиеся с поверхности Солнца. Эти гигантские арки настолько огромны, что Земля кажется рядом с ними пылинкой, и они могут простираться на сотни тысяч километров в космос. Они могут формироваться за один день, но стабильная протуберанца может держаться в короне несколько месяцев. На этой иллюстрации мы видим солнечную протуберанцу, грациозно поднимающуюся с фотосферы в атмосферу Солнца. Хотя это видео ускорено, делая минуты секундами, масштаб протуберанца подчеркивает быстрое влияние интенсивных магнитных полей Солнца, толкающих этот материал. Факт, о котором вы, возможно, не знали, относительно атмосферы Солнца. Она иногда дождит. Не вся заряженная плазма, выброшенная в солнечную корону, продолжает свой путь через Солнечную систему. Часть ее остается в короне, охлаждается, застревает и опускается обратно на поверхность Солнца в виде раскаленного дождя. Этот корональный дождь – прекрасное зрелище, но лучше наблюдать его на безопасном расстоянии. Он, конечно, остается при температуре в миллионы градусов. Опускание обратно на поверхность Солнца – не конечная судьба всей плазмы Солнца. Здесь сравнение с Землей дает сбой. На Земле облака не разрываются, как натянутая резинка, запуская себя в космос. На Солнце, под действием туго свитых магнитных полей, они делают именно это. Это ускоренная запись коронального массового извержения. Заметьте, как структура формируется в нижнем левом углу Солнца некоторое время, прежде чем в итоге извергнуться, швырнув миллиарды тонн плазмы через Солнечную систему. Даже с магнитным полем Земли мощное извержение такого масштаба могло бы иметь разрушительные последствия для наших спутников и электросетей. Все эти структуры сняты здесь СДО с использованием длины волны 30 нанометров, что попадает в экстремальную ультрафиолетовую часть электромагнитного спектра. Время критически важно при съемке этих особенностей, поскольку они чаще появляются в определенные годы, чем в другие. Действительно, появление каждой структуры зависит от активности Солнца, которая проходит через примерно 11-летний солнечный цикл. Использование видимого и ультрафиолетового света раскрывает разные аспекты при наблюдении одной и той же особенности. Так и применение двух разных длин волн невидимого света может быть просвещающим. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрите эти два изображения солнечной короны, сделанные в один и тот же период. Следующие два изображения используют разные длины волн света. Первое, снятое при температуре цвета в 600 тысяч кельвинов, изображает спокойную корону и связанные с ней корональные петли. Второе, снятое при температуре цвета в 2 миллиона кельвинов, показывает значительно более горячие, активные регионы короны. Прямое сравнение этих двух изображений подчеркивает важность использования разнообразных подходов при изучении звезды. То, что сначала кажется единичным солнечным явлением, может оказаться сложной, взаимосвязанной цепью событий, и мы технически еще не прошли всю атмосферу Солнца. Двигаясь дальше внутрь, рассмотрим еще одно изображение от СДО, сделанное на длине волны 160 нанометров, на этот раз переходного региона. Переходный регион – это слой между короной Солнца и хромосферой, внутренним слоем атмосферы Солнца. Это удивительно тонкий слой, толщиной около 100 километров. В этом регионе температура Солнца резко повышается, примерно от 7727 до 499 727 градусов Цельсия. Для земного сравнения, лава, извергающаяся на Гавайях, имеет температуру 1170 градусов Цельсия. Температура в нижней, более глубокой части переходного региона
почти в 6 раз горячее этого, а в верхней части более чем в 346 раз горячее. Заглядывая еще глубже, мы погружаемся в хромосферу Солнца, последний атмосферный слой перед самой поверхностью Солнца. Снято здесь с использованием ультрафиолетового света длиной 170 нанометров. Ее толщина оценивается примерно в 1700 километров. При ближайшем рассмотрении хромосферы мы замечаем завораживающие особенности, известные как спикулы. Они выглядят как длинная волнистая трава, колышущаяся на ветру. Эти удлиненные струи плазмы выстреливают вверх с поверхности Солнца со скоростью около 100 км в секунду, примерно в 282 раза быстрее скорости звука, и могут достигать длины почти в 10 километров, что выше Эвереста более чем на километр. Они формируются и рассеиваются в среднем за 5-10 минут. Механизмы, лежащие в основе этих спикул, долгое время были неизвестны и вызывали споры, поскольку было неясно, как заряженные магнитные частицы могут вырваться из магнитного поля Солнца на этом уровне. Это оставалось так до 2017 года, когда команда ученых, работавших над исключительно детальной моделью спикул, обнаружила, что их происхождение должно быть связано с нейтральными частицами. Ученые изначально не включали нейтральные частицы в свои солнечные модели, поскольку не считали, что они влияют на движение магнитно заряженных частиц. Однако, как только их включили, стало очевидно, что нейтральные частицы придают неожиданную плавучесть магнитно заряженным частицам, давая им необходимый подъем, чтобы вырваться из плазмы Солнца и подняться в космос. Спускаясь дальше через нижнюю атмосферу Солнца, мы в итоге достигаем фотосферы, самой поверхности Солнца, которую лучше всего снимать в видимом свете. Хотя край фотосферы часто кажется резким и четким невооруженному глазу, это лишь следствие огромного расстояния до Солнца. Само Солнце не твердое, на самом деле оно слишком горячо, чтобы вещество существовало в твердом, жидком или газообразном состоянии в любой его области. Оно может существовать только как плазма, часто называемая четвертым состоянием вещества, и по оценкам составляет 99,9% всего вещества во Вселенной. Плазмы ведут себя подобно газам, за исключением того, что состоят из смеси ионизированных атомов и свободных электронов. Фотосфера – самый внешний слой на этом изображении, толщиной около 400 километров. Это не фиксированная твердая граница Солнца, вопреки тому, что может показаться на изображении. И, к сожалению, это самый глубокий слой звезды, который ученые могут напрямую измерить. При ближайшем рассмотрении вы можете заметить темные пятна с левой стороны. Это солнечные пятна, и они кажутся темнее других областей фотосферы из-за более низкой температуры, но только по сравнению с их обжигающими окрестностями. В отличие от корональных дыр, солнечные пятна формируются в регионах, где магнитные поля исключительно сильны. В этих областях тепло заперто под фотосферой из-за сниженной конвекции. При сравнении этого изображения Солнца с предыдущим, снятым в экстремальном ультрафиолетовом свете в тот же период, выявляется связь между солнечными пятнами и вспышками. Завораживающие солнечные вспышки и солнечные пятна совпадают в одних и тех же местах. Заглядывая под поверхность, становится ясно, что одно неизбежно ведет к другому. Теперь давайте рассмотрим ближе похожие солнечные пятна. Это изображение сделано шведским солнечным телескопом, расположенным здесь, на Земле, с использованием видимого света длиной примерно 400 нанометров. Рядом и вокруг солнечных пятен фотосфера кишит этими зазубринами, постоянно меняющимися ячейками, напоминающими остывающую, трескающуюся лаву. Однако эти ячейки шириной около 1000 километров и известны как солнечные гранулы. Считайте их верхней частью бурлящей конвекционной ячейки. Более яркие области в каждой грануле представляют невероятно горячую жидкость, поднимающуюся из верхних внутренних слоев Солнца к поверхности. Достигнув этой границы, жидкость вынуждена распространяться наружу. Постепенно остывая, жидкость опускается обратно внутрь, через грубые, темные границы вокруг каждой ячейки, прежде чем цикл повторяется. Этот процесс тесно напоминает конвекционные течения в мантии Земли, ответственные за движение тектонических плит.
Этот процесс отнюдь не тривиален. На Земле каждая гранула существует всего 20 минут, но поток внутри ячеек достигает сверхзвуковых скоростей более 7 км в секунду, генерируя волны на поверхности Солнца из-за звуковых ударов. Удивительно, что эти гранулы также можно увидеть на полном диске, который мы видели ранее, используя ту же длину волны видимого света. Вы можете подумать, что это изображение кажется довольно зернистым для такого высокотехнологичного космического зонда, и вы будете правы. Однако эта зернистость – результат гранул на фотосфере Солнца, а не артефакта обработки или избыточного шума на изображении. И на этом наше путешествие заканчивается. К сожалению, наше исследование останавливается здесь, поскольку ученые еще не придумали способы снимать глубже в Солнце ни с видимым, ни с невидимым светом. Большая часть того, что лежит за этим слоем, остается окутанной тайной. Однако мы ясно видим преимущество использования света всех спектров в изучении Солнца. Они позволяют нам наблюдать извергающиеся солнечные вспышки, огромные корональные дыры, колышущиеся спикулы, интригующие солнечные пятна и меняющие форму ячейки, и это лишь некоторые из них, совершенно по-новому. Солнце — центр бурной активности, и многое из этого было бы нам недоступно без этих методов съемки. Возможно, однажды мы найдем способы заглянуть глубже, используя техники, которые сейчас едва можем вообразить, подобно тому, как древние поколения людей давно не могли представить методы, которые мы используем сегодня. Но пока одно знание о том, что во Вселенной происходит так много невидимого, и понимание, что у нас есть средства это раскрыть, наполняет меня огромным восторгом и любопытством. Кто знает, что еще там может ждать открытие? Хотели ли вы когда-нибудь увидеть некоторые из этих солнечных особенностей собственными глазами? Спасибо за просмотр, всего доброго и до встречи в следующий раз.